Ребят, всем здорово! Сегодня затрону тему, очень важную, тема гниения подошвы на кроссовках New Balance, таких как 990-е, 993-х, 992-х, вот видите, у меня 2010 года выпуска, английская версия, ну и так далее. А в чем проблема? Я думаю, бэушные кроссовки видели, 990-е, ну, допустим, V3. Смотрите на пятку, и там пятка такая, знаете, пожелтевшая и какая-то, ну, непонятного цвета. А все почему? Да очень просто, она начала гнить. И вот многие сейчас покупают новые кроссовки, ну, старых вот этих коллекций, но новые. И потом начинают рыскать и задаются вопросом, а моя подошва не сгниет? Все ли будет с ней нормально? Это, конечно, вы так зря делаете, надо было сначала ознакомиться с вопросом. Но сегодня я расставлю все точки над «и». Я всегда рекомендовал на 990-х, вот когда V4 появилась версия, я всегда рекомендовал проклеивать дополнительно швы. Конечно, если вы это сделали, это будет вам в плюсе, особенно со стороны резины. Но это может не помочь. Все почему? В V4, возможно, эта версия исправлена, я, по крайней мере, не слышал. И, возможно, в V5 все будет окей. Но в V3, вот, блин, и еще в более ранних версиях, там были проблемы. У людей сгнивала подошва, ну буквально вы 2 года носите, и внезапно у вас она просто рассыпается на куски. Именно задняя часть изнутри начинает гнить. Думали, там кто-то там что-то им нассал там вовнутрь, воняло там кошачьей мочой, да что только не было. А все не с этим было связано. А перед этим еще люди писали, я там где-то прошелся, я там постирал, и вот у меня начало вонять там что-то. А все почему вонять? Потому что гнить начала подошва. Частично я в своем инстаграме уже ребятам рассказал, ну и давно я рассказывал. Вот, оригинал обувь Омск, это мой инстаграм. Сейчас я вам прокручу, но вы потом зайдете, посмотрите более точно. А сейчас будет такой фокус небольшой, присмотритесь на подошву. Вы видите, что появляется? Подошва, оказывается, впитывает влагу. И вот поэтому она гниет. Она как губка впитала в себя, и где-то влага внутри осталась. И поэтому потихонечку, помаленечку гниет. Чем больше вы попадаете под дождь, в слякоть входите, чем больше моете, протираете, тем больше она вся напитывает. Возможно, изначально какое-то было защитное покрытие. Но какая проблема получилась? Я же ее мыл всеми возможными способами. Помните, я записывал видео? Вот у меня была подошва, она была светлее вот в этой части. Такой светло-зеленый был. Но она начала темнеть. И ничего не помогает. Когда вы начинаете мыть эту подошву, грязь в поры забивается. Типа как вот у буста, такая же фигня. В поры забивается, и оттуда уже грязь эту не вытащить, потому что нет защитного покрытия. Здесь краска не сверху лежит, а это в составе самого пеноматериала. Здесь совсем другой пеноматериал, а здесь другой. Здесь такой, как полиуретановый какой-то. Если бы краситель был бы сверху, такой проблемы бы не было. Но NB вечно что-то путает. И поэтому, как я вижу исправление этой ситуации? Я просушил. Почему я сейчас не показал, как вот это все хлюпает? Да очень просто. Я их месяц сушил, и вот теперь настал черед исправлять косяки. То есть полностью сухая подошва, никакой воды там 100% нет. Потому что это очень главное. Если вы не просушите и покроете сверху, она изнутри все равно развалится. Если у вас темнеет подошва, вы не можете ее отмыть, либо у вас вот она уже начала напитываться, то есть вы при стирке видите, что она впитывает в себя влагу потихонечку, то значит у вас она в итоге сгниет. И вот чтобы такого не было, а им вот уже 2 года. Но пока ничего не произошло, но вот я вовремя как бы спохватился. У меня здесь Angel из краски, а здесь Plate. По идее, друг с другом они не смешиваются, но я как бы сделал. Ну, я проэкспериментировал. Подобрал уже цвет, то есть у меня сперва получился вот такой вот цвет, потом чуть потемнее, темнее. И вот здесь, в принципе, тот самый цвет. Ну, можно было еще светлее. Можно еще, в принципе, светлее сделать, если добавить белого. Чуть-чуть посветлее сделал, как и должна быть примерно. Сейчас спиртом изопропанолом прохожу все. Нормально все будет. И потом крашу. Красить люблю обычно вот такими скошенными. Но вот видите, они уже распушились на конце. Они такие не пойдут. Ну, видите, карантин, все дела. Придется красить вот такими. Не люблю прямыми. Ну, что делать, какая разница. 2 слоя краски, 2 слоя лака.
я еще добавил немного белой краски. Ну, подкорректировал, так сказать, цвет. 30 минут, и там это один только слой. Первый слой это фундамент, я всегда говорю об этом, это очень важно. Здесь не нужно пытаться все закрасить. Посмотрите, как у меня получилось примерно. Вот. Это примерно тот самый цвет. За него зацепится второй слой. Если вы первый сделаете толстым и не просушите его нормально, то у вас все отвалится и ничего не получится по итогу. Вы просто закосячите. Возможно, я нанесу в 3 слоя. На отлип она вот, я уже касаюсь, она уже не прилипает. Это хорошо. А если вы просушили и у вас краска прилипает, либо она старая, либо вы нанесли слишком толстый слой и он просто у вас не высох. Вот и все. Ребят, да вот и все. Вот и работа завершена. Я не скажу, что это было очень быстро. По времени я напишу, сколько мне это заняло. Но это имею в виду чистой работы. Вот мазюкать вот это все. Ну, в принципе, мне нравится. Я вот вспомнил, какие они были до этого. Примерно я попал в цвет. А если мне нравится, значит все получилось. Как и планировалось, все это будет без проблем мыться, без проблем сгибаться, не отвалится. Так как тесты все я уже на краску проводил. Ну и на этом все. Вот так вот я исправил ситуацию. И думаю, у меня ничего не сгниет и все будет окей. Ну что могу сказать, 2 недели я эксплуатирую эти кроссовки теперь, и я никогда их не щадил, то есть ношу вообще везде, где только можно, час пик, на работу, автобус и маршрутки, с детьми в песочницах, бегаем, вообще что только не делаем. Да-да, вот в белых кроссовках, вот можете себе представить, а многие боятся всегда. Периодически за 2 недели, конечно, я мыл, ну вот они сейчас вот в таком вот состоянии, подошва сейчас грязная, я специально не стал мыть, а то если я помою, покажу вам, вы скажете, что я их не носил. Ну, есть такие ребята интересные. Сейчас вот промою. Как обычно моют такое покрытие? Невысокие температуры, это максимум 40 градусов. Губки мягкие, не какие-то жесткие. Если щетка, то ворс мягкий. Эко-гели, ну, у меня собственного производства, вы можете взять любой вам подходящий по составу, либо отбеливающие хозмыло, но с ними поосторожнее. Никаких агрессивных средств я не использую, ну и проблем никаких не должно быть. Либо я использую влажные салфетки, когда нужно быстро протереть промежуточную подошву. Так, ну вот, я их промыл, ну, в плане промежуточную подошву только. Что хочу сказать, ну, наступали мне, я вот пытался посмотреть, где же мне наступили-то конкретно, я помню, но что-то не вижу. Наверное, все-таки обошлось. В принципе, нормально, меня все устраивает, и если за 2 года эта краска не свалится отсюда, то это будет, ну, я думаю, оправданное решение. Но главное, чтобы ничего не сгнило. Я думаю, здесь теперь это будет проблема решена. Короче, вот такие вот дела. Всем спасибо за просмотр. Всем до свидания.